Война. День 192. Ситуация на фронтах. Юг. Вокруг украинского наступления в Херсонской области есть много слухов и предположений. Но если бы Украина действительно хотела наступать на юге, говорила ли бы она об этом на протяжении последних 2 месяцев, вынуждая россиян перебрасывать туда силы, а теперь уже осуществлять и военное давление? Все эти действия напоминают ситуацию с островом Змеиный и операцию по принуждению к жесту доброй воли, где тоже не было штурма острова, но были созданы невыносимые условия пребывания там. Во-первых, правобережье для россиян уже по сути как остров, с очень осложненной логистикой ввиду сильного повреждения 2 возможных переправ. Во-вторых, постоянное огневое давление и многочисленные удары по тылам. В-третьих, начатое наступление, которое вынуждает перебрасывать больше войск для удержания, что еще больше усложняет логистику. Чем больше войск на правом берегу, тем больше им потребуется снарядов и припасов. Также это наступление смещает фокус с других направлений, где у россиян есть шанс достичь успеха ввиду не такой сложной логистики и возможности создать огневой вал. Также важным фактором является то, что именно в Херсонской области больше всего российских кадровых военных, потери которых Россия все это время пыталась свести к минимуму путем вербовки добровольцев, заключенных и насильно мобилизируя жителей ЛДНР. Аналитик Владимир Доценко считает, что сейчас на правом берегу около 15-25 тысяч солдат, 200 танков, 700 бронемашин, 300 артиллерийских систем. Для поддержки этих войск необходимо обеспечить до 500 грузовиков в сутки боеприпасами, топливом и провиантом. Если взять за основу 2 точки переездов через Днепр, то получается, что каждые 3 минуты через каждую переправу должен проезжать грузовик с припасами. Бои на фронте продолжаются, но о значимых изменениях неизвестно. Зато известно о работе байрактаров, которые за 3 дня уничтожили 8 танков Т-72, САУ «Акация», 1 БМП, гаубицу и минометный расчет, а также грузовик. Также есть кадры уничтоженного «Панцирь С-1» возле Олешек, но тут, вероятно, виновником торжества стал МиГ-29 с американской противорадиолокационной ракетой «Харм», благодаря которой имела возможность столь успешной работы байрактаров. Восток. Сообщается о обстрелах вдоль всей линии фронта, но значимых изменений не произошло. Россияне продолжают попытки продвинуться в Солидаре, но у них это не выходит. Они контролируют окраину города с заводом Кнауф. Также попытки наступать у россиян были в районе Донецка. Красным показана территория, которую им удалось захватить с начала активных действий. Желтым – оспариваемая, за которую сейчас идут бои. Спасибо за просмотр. Поскольку событий было немного, сегодня больше такой аналитический выпуск. Пишите, как вам, также буду благодарен за подписку, лайк и колокольчик. Ну и комментарии адекватные нужно